Всем привет, меня зовут Наташа. Сегодня я хочу поговорить о таком мучительном состоянии, как опущение почек. Я уже давно хотела снять это видео, но, честно говоря, сомневалась, что это будет кому-то интересно. Затем я получила отклики, что люди тоже ищут решение этого вопроса и хотели бы узнать, как я это сделала. И вот я здесь. Я расскажу о своем опыте и о том, как я решила этот вопрос. Опущение почек у меня длилось 7 лет, и еще 2 года ушло на то, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы почки держались на месте и больше не опускались. Мои почки опустились во время недельного голодания, когда я резко похудела. Затем, когда я довольно быстро набрала свой вес, опущение почек осталось. У меня было ощущение, что почки опущены не всегда, а только когда я нахожусь в вертикальном положении, из-за чего я не могла долго ходить, сидеть, не могла ездить в транспорте из-за тряски, и мне приходилось довольно много лежать. Когда я ложилась, чувствовалось, что мои почки возвращались на место, потому что симптомы затихали. Утром после сна симптомы исчезали полностью, и я просыпалась вообще без симптомов опущения почек. Как-то я ходила на УЗИ почек утром сразу после сна. Я описала врачу УЗИ симптомы и попросила узнать, не опущены ли мои почки. Он посмотрел и сказал, что видит обе мои почки на своих местах. Моей целью похода на УЗИ было проверить, в каком состоянии находятся мои почки. У меня не было цели узнать, насколько они опускаются, иначе мне пришлось бы идти в конце дня, когда я уже долго находилась в вертикальном положении, когда я чувствовала себя плохо. К врачам я по этому поводу тоже не обращалась, так как знала, что они не смогут ничего мне предложить для решения этого вопроса. Основным симптомом у меня была боль. Она ощущалась в области поясницы, в районе прикрепления нижних ребер, справа и слева. К боли присоединялось помутнение сознания. Я так понимаю, это было нарушение кровообращения в голове, что объясняло еще один симптом, который появлялся у меня при опущении почек. Это западание глаз в глазницы. Иногда в конце дня они настолько сильно западали, что я ощущала это физически. Это и выглядело довольно печально, и острота зрения в это время была заметно хуже. Я проверяла глазное дно в это время, и врач сказала мне, что видит нарушение кровообращения в глазах и спазм сосудов. В то время основной теорией было то, что почки лежат на жировой подушке. И, как я полагала, что жировая подушка во время резкого похудения у меня растаяла, и почки стали проваливаться вниз, провисая на сосудах, что и давало все основные симптомы. Иногда, когда мне предстояло долго находиться на ногах или в поездку, я подвязывала поясницу, создавая почкам такой своеобразный бандаж. Иногда это срабатывало прямо очень хорошо, но иногда не помогало вообще. Так прошло 7 лет, когда я попала к массажисту, специалисту по висцеральному массажу живота. Это был очень опытный специалист, и он поразил меня прямо на первом сеансе. Он нашел у меня опущение органов брюшной полости и почек и начал делать мне массаж. Это было очень болезненно, я бы себе никогда так не делала, но это было очень эффективно. Симптомы опущения почек у меня прошли после 3-го сеанса висцерального массажа. И мое самочувствие изменилось вообще кардинально. Это было небо и земля с тем, что было до. У меня появилась энергия, и я опять могла ходить, сидеть, бегать и ездить в транспорте. Этот массажист рекомендовал мне для укрепления связок, поддерживающих органы, делать одно дыхательное упражнение. Это диафрагмальное дыхание, переходящее в вакуум. Вы вдыхаете воздух животом, затем животом его медленно выдыхаете, напрягая мышцы живота. Затем выдыхаете полностью весь воздух и на задержке дыхания расширяете грудную клетку, создавая там вакуум. Вы почувствуете, как органы брюшной полости устремляются вверх в область вакуума. Так я прожила еще месяцев 5, периодически я ходила к тому массажисту на висцеральный массаж, так как мне нужно было решить кое-какие другие вопросы, и делала вот это дыхательное упражнение. Затем я почувствовала, что мои почки опять опускаются. Не так сильно, как раньше, но симптомы были характерные. Меня это очень удивило, так как я не была худой, у меня было достаточно жира для поддержания почек. И тогда я осознала, что теория жировой подушки, поддерживающей почки, несостоятельна. Я стала искать другие теории, которые объясняли, как держатся почки и что нужно сделать для того, чтобы они держались на месте. И я нашла теорию о том, что почки на самом деле держатся на мышцах, которые окружают их. И нужно, чтобы эти мышцы были в тонусе.
Там предлагались упражнения на укрепление этих мышц. Это были в основном упражнения на укрепление косых мышц живота. Я стала делать эти упражнения, и мои почки перестали опускаться, чему я была очень рада. Так продолжалось еще 1,5 года, и тут я простудила почки. Была жарища, вообще пекло, 35 градусов в тени на протяжении месяца. У меня плавился мозг, мне так хотелось охладиться, что я начала пить холодные напитки. Сейчас я уже знаю, что это было большой ошибкой, и так делать категорически нельзя тем, у кого были хоть какие-то проблемы с почками. Но тогда я делала это. Холодные напитки нельзя пить, потому что они охлаждают желудок. А желудок находится рядом с левой почкой. Соответственно, левая почка тоже охлаждается. А почки охлаждать категорически нельзя. В результате у меня началось сильное напряжение в почках и мочевом пузыре. Я, конечно, тут же поумнела, начала пить горячие напитки, травы, но было уже поздно, процесс был запущен. И вскоре после этого я почувствовала, что мои почки в вертикальном положении опять опускаются. Я начала делать упражнения на укрепление косых мышц живота. Как подумала, что, возможно, эти мышцы ослабли, но это не помогало вообще. Мои почки, конечно, опускались не так сильно, но симптомы были достаточно яркие. Это опять боль, опять темнело в глазах, западали глаза, зрение ухудшилось. И мне приходилось довольно много лежать. Как только мне предоставлялась возможность лечь, я поднимала почки руками, как это делал мне массажист. Это позволяло отходить гораздо быстрее. Когда у меня не было возможности лечь, я делала вакуум. Вакуум тоже немножко приподнимает почки, уменьшая симптомы. Но в вертикальном положении мои почки все равно опускались. И я, честно говоря, не знала, что делать дальше. Через какое-то время я на канале кинезиологов увидела видео, которое вообще не было связано с почками. Оно было связано с опорно-двигательным аппаратом. Там разбирался пример, который был очень похож на мой случай. У пациента были перенапряжены и укорочены мышцы в правом боку, и были проблемы с левым плечом, все как у меня. Врач обнаружил, что у данного пациента изначальная проблема находилась в левом боку, который его никак не беспокоил вообще. Суть была такова, что изначальная проблема возникла в мышцах левого бока. В результате организм выключил эти мышцы из работы, и создалось компенсаторное перенапряжение в противоположном правом боку. И по зигзагу оно передалось в левое плечо. И именно это компенсаторное перенапряжение чувствовал пациент, у него были жалобы именно на эти зоны. Врач-кинезиолог знал, что компенсаторные зоны лечить бесполезно, что нужно найти изначальную причину, и он нашел ее в левом боку. Когда пациенту исследовали левый бок, там при нажатии на мышцы нашли очень много боли. Так как пример уж очень сильно напоминал мой случай, я тут же бросилась исследовать свой левый бок, и при нажатии нашла там боли просто невероятной силы. У меня тоже не было жалоб на левый бок, но вспоминая, я понимаю, что симптомы все-таки были. Например, я не могла носить что-то тяжелое справа так же долго, как и слева. Когда я носила сумку какую-то 4-5, допустим, килограмм справа, у меня очень быстро уставал левый бок. Я это списывала на то, что мышцы левого бока у меня просто слабее, чем справа. Но я не видела в этом какой-то проблемы. Получив эту информацию, я тут же начала работать с мышцами левого бока. Начала я работать сначала руками, довольно мягко из-за сильной боли. Затем, когда боль стала уже не такой интенсивной, моих рук стало не хватать для должной проработки, и я стала использовать дополнительные средства. Это была массажная палочка. Это был деревянный массажер краб. Затем я стала использовать большой крючок, на который я ложилась боком, чтобы достать до глубоких мышц. Мышцы правого бока я тоже прорабатывала, но там боль была не такой интенсивной, как слева. Каждый раз после проработки мышц я делала их растяжку, так как чувствовала в этом необходимость. Также я делала баночный массаж этой области и ставила туда банки. Банки улучшают кровообращение и расслабляют мышцы. Делала я это все очень аккуратно. Это заняло недели 2, когда я почувствовала, что как бы я ни давила на эти мышцы, они уже больше не болят. В это же время, прогуливаясь, я поняла, что я не чувствую абсолютно никаких симптомов опущения почек, причем уже несколько дней. Меня это сначала очень удивило, но затем я поняла, что ведь именно эти мышцы и держат почки. И логично, что приведя их в порядок, они своим здоровым брюшком стали поддерживать мои почки. После того, как я привела мышцы в порядок, я стала делать упражнения на укрепление этих мышц. Я делала боковую планку, я делала упражнения на укрепление прямых и косых мышц живота и подвздошно-поясничных мышц.
С тех пор прошло несколько месяцев. И сейчас у меня иногда возникает напряжение в почках и мочевом пузыре. Я думаю, что это последствия опущения почек. Симптомов опущения почек у меня больше нет. Периодическую проработку этих мышц я включила в свой список обязательных мероприятий по поддержанию своего здоровья. Также я не допускаю сильной вертикальной нагрузки. Я знаю, что почки могут опуститься даже от прыжка с большой высоты, когда человек приземляется жестко на пятки. И, например, от долгой езды в транспорте, в котором очень сильно трясет. Я даже на всякий случай не хожу кататься на коньках, так как там есть вероятность упасть на копчик. А это очень большая вертикальная нагрузка, при которой могут опуститься органы. Какой алгоритм действий при опущении почек я вывела для себя? Первое. Нужно поставить почки на место. И второе. Нужно сделать так, чтобы почки больше не опускались. Рассмотрим сначала первое. Как поставить почки на место. Если почки опустились совсем недавно, можно попробовать простукивание области почек в положении тела вниз головой, вверх ногами. Это довольно эффективный метод, при этом нужна помощь второго человека. Делается это так. Вы принимаете положение вниз головой, вверх ногами. Кто посильнее, возможно, повиснет на турнике вверх ногами. Я нашла для себя такое положение. Я свисаю с кровати вниз головой, колени у меня на кровати и руками упираюсь в пол. При этом второй человек простукивает мне область почек через ладонь. Он ставит ладонь на область почек, это нижние ребра и чуть ниже, и простукивает сначала с одной стороны и потом с другой стороны через ладонь. Интенсивность простукивания вы определяете сами по своим ощущениям. Нужно, чтобы не было сильной боли. Делать это нужно подольше, можно даже до часа. Во время простукивания почки под действием силы тяжести и вибрации возвращаются на свои места. Если почки опустились давно, то, возможно, простукивание вам не поможет. Хотя можете попробовать, почему бы и нет. Тогда нужно делать висцеральный массаж и поднимать почки руками. Мне понравилось, как это показано в видео Олега Хазова о работе с почками. Лучше, если массаж будет делать вам другой человек. Хотя можно и себе самому, просто угол приложения силы будет не такой удобный. Безусловно, лучше всего будет обратиться к опытному специалисту по висцеральному массажу. Во-первых, он может руками определить, что же происходит у вас в животе, и во-вторых, у вас могут быть опущены и другие органы, помимо почек. Я, как уже говорила ранее, именно так и сделала. Я обратилась к опытному специалисту по висцеральному массажу. И после третьего сеанса обе мои почки уже были на месте. Теперь второе. Как сделать так, чтобы почки больше не опускались? Почки на своих местах удерживают окружающие мышцы, поэтому нужно сделать так, чтобы эти мышцы были в здоровом состоянии. Их нужно хорошо промять, убрать триггерные точки и, возможно, немножко растянуть. Затем уже здоровые мышцы нужно укрепить, они должны быть в тонусе. Для этого подойдет боковая планка и любые упражнения на укрепление прямых и косых мышц живота и подвздошно-поясничных мышц. Очень хорошим подспорьем для поддержания почек является правильное положение таза при ходьбе, так как именно при правильном положении таза при каждом шаге работают правильные нужные мышцы, в том числе и те, которые поддерживают наши почки. О правильном положении тела и таза при ходьбе я сниму отдельное видео. Вот такой достаточно эффективный для меня алгоритм действий при опущении почек я вывела для себя опытным путем. Возможно, это кому-то пригодится. Пожалуй, это все, что я хотела сказать по данной теме. Если нужны какие-то уточнения, задавайте вопросы в комментариях. Желаю вам быть здоровыми и энергичными.